Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление светом. В данном варианте управления рассматривается позиция, во-первых, управления светом как таковым, то есть использование личных способностей управления, технологических уровней для того, чтобы свет конфигурировать, и управление посредством света. Как правило, когда интенсивность управления, как интенсивность света наращивается, то эти два уровня, они совпадают в принципе, то есть управление и светом, и посредством света. Потому что конфигурация сразу вызывает управление. Поэтому в этой технологии необходимо выявить источник света. То есть сначала нужно определить, что есть свет в принципе сам по себе. И когда вы начинаете в своем восприятии выявлять структуру света, то вы видите, что, во-первых, вы смотрите сразу же на элемент своего восприятия, потому что это тоже в виде света воспринимается. Когда вы начинаете рассматривать движение как бы дальше, да, ближе к себе, то вы видите, что это есть развитие света, но уже света Бога. То есть тело — это есть развитие света Бога. И когда вы видите источник этого света как бесконечную величину, то вы видите, что Бог находится рядом. То есть тело и, например, взаимодействие тела с каким-то элементом реальности — это есть тот уровень, который позволяет вам видеть, что в данной реальности происходит. То есть когда тело, излучающее свет и одновременно улавливающее свет, как бы видит, да, будущее событие, то вы можете видеть телом события. То есть вы можете видеть, как Бог строит события вместе с вами и строит при этом с помощью именно света. То есть вы можете видеть вот именно как бы функцию света, распространенную и на Бога, и на человека. И когда вы здесь все эти компоненты как бы усматриваете одновременно, да, то вы начинаете видеть, что есть свет сам по себе. То есть вы начинаете видеть структуру света, например, вашей души. То есть откуда возникает управление, каким образом свет вашей души распространяется, как свет вашей души пересекается со светом вашего духа и как происходит управление. Когда я говорю об этих вопросах, как бы говорю как, да, то на самом деле происходит уже управление. Достаточно мне об этом сказать, то есть увидеть, да, внутренний свет, показать, где он находится, происходит управление. И при этом управление, оно всегда гармонично, потому что свет очень такая, в общем-то, управляемая система, контролируемая система, когда вы можете вполне увидеть, что достаточно видеть форму или импульс света, и вы получаете точное управление. То есть, в принципе, свет сам по себе — это уже управление. И если вам нужно, например, делать управление с какой-то, предположим, трудноуправляемой величиной, скажем, да, или вам нужно добиться обязательного эффекта управления, причем этот эффект важен именно для вас с точки зрения вашего бесконечного развития, то, получается, вы можете увидеть следующие уровни. Это приближение к структуре света, да, именно того света, которым нужно управлять. Затем визуализация на уровне, например, души. То есть одно дело воспринимать сознанием, другое дело воспринимать душой. И здесь вы можете видеть разницу. То есть когда вы начинаете управлять через восприятие душой, то видно, что ваш свет, он рано или поздно начинает как бы внешний импульс управления выводить в точку наиболее гармоничную как для вас, так и для всех окружающих. То есть достаточно свет своей души направить на уровень как бы объекта управления, вы получаете норму. Но для этого вы должны открыть свет души, то есть вы должны увидеть, каким образом свет вашей души проходит, например, там, сквозь тело, так скажем, да? Душа находится в данный момент в вашем физическом теле, вы начинаете делать управление, но ведь физическое тело — это тоже, в общем-то, на микромолекулярном уровне, это волновые элементы, как бы светоколебания. И получается, что, по крайней мере, это волновые колебания, но это и есть тоже свет. Получается, что для того, чтобы свет души прошел через тело, как бы, да, при нахождении, скажем так, души внутри тела, нужно выделить, где находится душа тогда, светооптику души. И каким образом излучение света души начинает формировать, например, импульс или форму света. То есть часто бывает достаточно свет события просто
сделать таким образом. Есть событие, достаточно, например, выловить какой-то фотон света и видеть как бы след движения этого фотона, может быть там многих фотонов, и выгнуть этот фотон, и получается вот отраженное свечение. Даже оно не прямо отражено, а просто когда вы начинаете выгибать импульс света, то уходит луч в бесконечность. Вот он уже в нужное событие приходит как норма, нормирующий луч оттуда. Вот уходящий в бесконечность — это есть уровень действия, идущий к Богу. Так, кстати, вот лечатся очень многие заболевания, ну, практически все. В первую очередь, вот наиболее там длительные по течению, когда можно выгнуть на уровне развития как бы событийной структуры заболеваний элементы света и оставить их в том месте, где они выгнуты. Тогда идет излечение от хронических заболеваний или от сложных каких-то проблем, которые существуют. Да? То есть вы, в принципе, ничего не трогаете, просто берете и корректируете импульс отражения событий в своем восприятии. Так вот, когда свет, идущий к вам, например, выделяет уровень, который соответствует вашей душе, то вы четко видите, где тело, а где душа. Вот где душа с точки зрения оптики. И когда вы начинаете видеть свое тело физическим зрением, то оказывается, в физическом зрении есть уровень, четко разделяющий уровень души и уровень физического тела. То есть перед тем, как вы смотрите на физическое тело своими же физическими глазами, вы сначала видите свою душу, причем полностью. И в каждом уровне физического зрения сосредоточена система управления, фактически, которая взаимодействует с уровнем души. То есть фактически все, что вы воспринимаете в этой реальности, это есть тот уровень, который взаимодействует с уровнем души. Ну, логически это ясно, так и есть. Поэтому получается, что вы, когда начинаете воспринимать, например, будущий уровень своего развития, естественно, вы можете воспринять точно, что делать в будущем, то есть как можно более точно подойти к конфигурации будущего света, потому что вы здесь вполне можете увидеть вплоть до деталей, что может, например, да, произойти, каким образом желательно с этой ситуации выйти. И, в принципе, здесь существует такой аспект управления, что можно видеть события совершенно досконально. Другой вопрос, как из этой ситуации выйти, да? Потому что многие события и так логически понятны. Не обязательно именно прогнозные как бы, функции сознания, да, или там души выводить управление. И вот здесь получается, что именно стержневой уровень света, то есть свет вечной жизни, так скажем, здесь сразу он виден в виде некого стержня, идущего от тела. Так вот, это и есть окно, открывающее фактически душу навстречу внешнему миру. То есть оптика света души базируется для вашего восприятия на уровне именно этого стержня, идущего во внешний мир. Тогда разрыва с физическим телом не происходит. То есть это не отдельная система, а вы просто смотрите как бы по-другому. Вот здесь существует нюанс. Можно, конечно, говорить, что вот это некая точка зрения, да, а мне нужно, чтобы вы видели это реально, как инструмент, технология. То есть как нужно смотреть, чтобы свет души был выявлен. И когда вы начинаете вот этот просмотр совершать, то получается, что именно бесконечное развитие не позволяет быть этому свету дискретным. То есть как только в том случае, когда вы смотрите на именно бесконечное развитие лично вас, тогда вы можете четко выделить цвет собственной души. Получается, для себя вы можете полностью воспринять свою собственную душу только при задаче бесконечного развития. Логический статус как бы как аксиома звучит, и логически он понятен. Но тогда получается, что вы можете видеть полноценное физическое тело, свое, да, или других людей, и это есть очень мощный уровень управления по лечению, в том числе, по уровню решения ситуации. То есть, когда вы ставите на стержень событий, где есть душа бесконечно развивающаяся, где есть тело, имеющее бесконечное развитие, и задачи тела таковы же. Вот обратите внимание, тело имеет в структуре клеток, например, да, функцию бесконечного развития, но задачи тела таковы же, где задачи существуют фактически сами по себе, и при этом при всем существует еще уровень как бы привнесенных задач. То есть одно дело
Есть, например, метод выделить свет бесконечности в клетках и жить вечно, а можно сделать так, с точки зрения собственной инициативы, поставить себе такую логическую цель, ну, увидев, что это реализуется, например, оздоровление и так далее, да, управление событиями. И тогда получается свет внешний, то есть как бы свет, идущий в том числе от Бога, от знаний, тех, которые даются Богом. Когда вы начинаете это объединять, то получается, что физическое тело — это есть объединение света действующего, то есть действие через тело, да, посредством света, посредством тела, и света создаваемого, то есть практически там движение тела, некая транскрипция сознания, да, некое даже физическое движение производит какие-то вещи, какие-то импульсы и вообще управляет реальностью. То есть получается, чтобы мир был полностью управляем, нужно ощутить и увидеть тело как свет вечный, как структуру именно вечного излучения, вот именно как бы бесконечных событий. То есть формально на восприятие это выглядит так, что линия всех событий исходит практически от вас. И события начинают там откручиваться, там, предположим, десятилетие за десятилетием, как некие ленты, стекаются в сторону Бога. Вот Бог эти события фактически как бы берет себе, то есть те, которые вы создали. И получается, что Он же их вам и отдает, то есть вы сами себе создаете события. Вот в этой структуре, ну, как бы фотонного течения света видно, что каждое событие — это есть ваше участие в той или иной мере. Когда-то, или очень давно, да, или, может быть, очень быстро, буквально недавно, вы где-то приняли определенное решение. И можно выйти на структуру собственных решений. То есть, когда они были принимаемы, в какое время, по какой причине. И здесь можно делать управление уже по существу, по как бы светооптике бесконечного развития. То есть здесь достаточно увидеть, что вы гармонизируете со светом вечности, то есть вы там находитесь, да? Тогда управление внешними событиями является, в общем-то, чисто механической процедурой, то есть вы подводите импульс волевого управления, тоже в виде некого такого, ну, как бы невидимого света, но вы понимаете, что здесь работаете вы. Вы подходите к как бы выпуклой части света внешнего события и начинаете просто-навсего, ну, как, скажем, с какой-то фигуры или как с пластилином, образно выражаясь, ну, таким, правда, жестким, да, который отслаивается там жесткими кусками, начинаете работать. Вот. То есть свет это не пластилин, вот, в любом случае это жесткие системы. То есть его нельзя, например, вылепить, что если вы его начинаете вылепливать, вы получаете себя, свою собственную ткань. Как только свет становится мягким, это и есть вы. И, ну, именно в управлении. И получается логически очень просто сделать управление. Внешние события — жесткая структура, мягкие как бы системы, более такие, ну, пластичные — это вы сами. И вот вы потихонечку выделяете структуру себя в физическом варианте управления, структуру собственной души. И когда вы начинаете видеть, что душа как бы существует, да, сама по себе, получается, то есть вы выходите чисто на оптику души, то вы начинаете видеть, где душа организовывает в виде импульсов света физическое тело. По аналогии вы можете организовать всю внешнюю реальность. Чтобы сделать управление событийным рядом, который проецируется, предположим, где-то перед вами, причем совершенно могут быть какие-то банальные вещи, там, что-то приобрести в магазине срочно, да, что вам нужно. Возможно, это несложно, надо там лишних 5 минут потратить, но вам нужно сейчас, да, тогда вы делаете управление и смотрите проекция душа-тело, где душа организовывает тело. Делаете аналогичный, просто симметричный, подобный импульс, как бы от каркаса ткань тела, да, а реально это выглядит, как будто импульс идет от вас, если это как бы другая точка зрения. И просто одним импульсом решаете управление, то есть как бы столбите в этом мире нужную вам систему, и все. И к ней просто подходите на физическом уровне. Можете даже смотреть, как вообще идти. И таким образом вы можете там лечить, да, делать вот совершенно фоновые системы управления. То есть вот когда речь идет об управлении посредством свойств света, или даже можно использовать цвета, то есть использование как бы цветооптики в управлении, то получается как бы цветооптической силы. Здесь видно, что получается мы можем
фактически иметь управляемость процессов на уровне фоновых величин. Почему так происходит? Потому что система макроспасения, то есть спасение всех, в данном случае это есть тоже свет, и оптику можно регулировать. То есть можно уровень макроспасения сделать по интенсивности равный уровню, например, там, созревания какого-то плода на дереве. И когда вы начинаете видеть, что идет сопоставление как бы этих величин, то получается, что вы видите именно фоновый уровень. И при этом данный фоновый уровень, он получается, что как бы начинает саморазвиваться. То есть предметы, объекты становятся выпуклыми. И когда вы, например, начинаете видеть, что эти как бы проявленные объекты, как растет физический мир, все, что вы воспринимаете, как бы наплывает на ваше восприятие, то вы видите природу роста этого мира. Почему предметы такие? Почему человек, предположим, в данном месте, да, он имеет конкретную, например, там, форму. Он проявлен в виде этого человека, находящегося в этом месте. То есть видны законы связи, причем совершенно индивидуальные законы. То есть вы можете видеть фактически как бы такой уровень управления у вас возникает, что вы видите, что мир, он как будто бы растет. Почему, например, если мы смотрим на фотосинтез, то ясно, что там растение, оно именно растет за счет энергии света, да, например. А то получается, что здесь именно рост, движение в сторону света. За этот же, в общем-то, принцип можно взять вполне что ли, правило, когда вы можете вполне делать управление таким, что предоставлять миру просто расти в вашу сторону. Тогда получается ваше движение в этом мире, оно достаточно простое и не нагрузочное. То есть вы можете делать вполне, в принципе, так скажем, мощные системы управления, достаточно мощные, сопоставимые с длительным управлением. Но просто нужно правильно в нужном месте наступить, да? То есть сделать правильное движение. И когда вы начинаете идти по этому миру, который фактически вырос перед вами, то есть вы его тем самым вырастили в своем сознании, и ваше сознание определило данный мир именно таким. Да, получается, нет разделения между светом мира и светом вашего сознания. Мир — это и есть ваше сознание, да, в том числе. И переход от уровня сознания к уровню, например, действия, да, это и есть все-таки переход, который четко проявлен как переход, идущий в уровне взаимодействия человека и Бога. То есть там, где человек хорошо понимает Бога, переход очень прост. Мир поддается, да, управлению. Мир становится достаточно активным, приветствующим человека. Если человек, например, в точке перехода, скажем так, он как-то старается делать по-своему и не очень прислушивается, да, к действию Бога, к свету излучаемому, именно такому уровню света, который излучается Богом. И если смотреть на свет, который излучается Богом, то когда человек, например, не дифференцирует этот свет, да, и не присматривается к этому свету, то получается, что он имеет все-таки действие света Бога, но глубоко в душе. То есть проективная подобная система начинает работать в другую сторону, внутрь человека. То есть в душе он все равно имеет эти знания. И получается, что тогда душа начинает сжиматься, и внешний мир тоже начинает, количество событий начинает уменьшаться. И если человек что-то хочет, то он может этого не получить, потому что он не видит внешнего, да, света Бога. Или не хочет его видеть. Ему, например, это не нравится, такая философия. И тогда получается, что когда вы ставите задачу научить другого, например, нравится или не нравится, но спасти всех все равно нужно. Получается, что не нравится может тем, что, например, большое количество работы. Но если работать через правильную технику, то не обязательно работать натружно,
или очень уж там долго, сильно и так далее, достаточно просто понимать, то есть грамотно, да. Вот понятие грамоты, вот слово грамота содержит двоякий смысл, да. Грамота, то, что дается в виде грамоты, например, вам, но вот есть грамотно. Получается, что вот как бы небольшой переход в конце слова, да, он дает разный смысл. Там грамотно или грамота, да, от слова грамота, да, весовая функция. И получается, что в данном случае это есть духовный уровень, там, грамота, да, как бы духовное поощрение некое, листочек бумаги. А как бы если грамотно, это функция знания, да, но от слова, корневое слово все-таки грамм. То есть, как только мы начинаем светооптику изучать этих связей, то мы получаем, что обычный вес, да, имеет функции духовные, функции бесконечного знания. В том числе, совершенно конкретно, за что дается грамота, за некие правильные знания, да, и делается грамотно. И здесь мы видим вот как бы, ну, пресечение, например, там есть такое, как но, да, но если там, вот именно, когда мы рассмотрим вот эту вот светооптику этого слова, например, грамот, предположим, запятая, да, но ставим, то получается, что мы можем перейти в цифровую систему. О, это, ну, похоже на 0, да, и когда мы от конца этого слова двигаемся к себе, то есть если от нуля двигаться к себе, мы начинаем выращивать мир. То есть, ну, начинаются буквы, там, звуки, внешняя реальность, следовательно, число, переходящее в слово, и наоборот, из числа произрастает слово, да? То есть вот эта тонкая грань, она здесь в оптике очень видна. Видно прям кольца числа, как касается как бы колец слова. Получается, ну, что-то в виде похоже на множество восьмерок. И если их еще, например, закрутить, то совершенно видно, как Бог делает управление. Четко будет видно, как идет управление Бога, и тогда человек видит свет за счет технологичности. То есть достаточно поставить цель технологичности, и Бог сразу дает управление. Практически, ну как сразу, надо сделать какие-то предварительные движения, да, по получению данного уровня знаний. Именно по макроспасению все-таки в первую очередь. И когда вы начинаете видеть, что свет – это достаточно технологичная конструкция, чтобы получать знания, идущие прямо от Бога, то, в принципе, излечение от любых заболеваний, вообще, причем здесь есть такая универсальная фаза управления, как излечение действительно от любых заболеваний путем просто соответствия, ну, как бы канонической модели света, причем той модели, которая соответствует просто здоровому человеку. Значит, и вы, когда ее воспринимаете, то вот этот свет, идущий на вас, он нормирует все ваши системы, органы, нормирует именно развитие в сторону бесконечной жизни и так далее. И показывает, где вы находитесь сейчас, и где в этом уровне есть ваш уровень бесконечной жизни, и каким образом нужно, например, себя расположить, да, в пространстве будущего, чтобы вы действительно находились в бесконечной жизни, в вечном развитии. То есть там вот эти координаты, они очень ясны, как эскалаторы просто, элементарно. Они имеют совершенно жесткую форму, достаточно просто поместиться на определенный уровень света, но не в таком часто виде, прям как эскалатор, да, а просто видны эти связи. А ведь достаточно сознанием эти связи прощупать, ну, как некую микросхему, и вы понимаете, о чем речь, вы получаете знания. А знание – это есть та суть, которая позволяет вам уже на духовном уровне, на уровне тела, на уровне физическом, физики, так скажем, тела, динамики тела, развиваться вечно. То есть имеющиеся знания, которые в принципе часто не имеют, да, именно светосилы, в прямом понимании. То есть знание это есть как бы уровень всеобщей реальности. И выявить световую составляющую знания, надо еще приложить какие-то внешние знания. То есть то, что существует, да, такой термин. И вот этот уровень, он является уровнем вечного развития, что и вам и нужно. Потому что так действительно и происходит. Не каждый человек задумывается, что он должен, например, там, жить вечно, что для этого ему сейчас в данный момент надо, что там съесть кусочек хлеба, например, да, или там что-то другое. А если он не задумывается, но он все равно должен жить вечно, тогда получается вот эта технология позволяет людям, которые
например, активно или регулярно не занимаются именно целевым образом по вечному развитию, позволяет им жить вечно, потому что если хоть один там среди них занимается там, в радиусе километра, да, они этот свет получают. Может быть, даже один там выступающий по телевизору и так далее. То есть вот свет вот этот, он виден. И вот как виден этот свет, так же душа светит из физического тела. То есть сейчас я показал как раз вот эту вот оптику души, как она выявляется за счет как бы вот именно системы внешнего контроля. Как только вы видите свет собственной души, то считайте, что все, у вас гармонизировано событие, обеспечено, по крайней мере, адаптирована функция. То есть у вас есть структура следующего будущего, Земля точно не взрывается от ядерной возможной проблемы и так далее. То есть вы четко решаете систему будущего своего развития по основным параметрам, если видите свет вашей души, пересеченный со светом мира, внешнего мира, в восприятии вашем, в восприятии Бога. Как выделить здесь восприятие Бога? Это просто более яркий свет, как правило, или свет более отдаленный, или свет, наоборот, приближенный, очень приближенный к духовному уровню, ну и так далее. Там характеристик, в принципе, много можно индивидуальных найти. Но когда вы начинаете работать и видеть, что происходит управление, во всех фазах, бесконечное, приближенное, отдаленное, то вы начинаете привлекать этот свет к себе наиболее близко, свою собственную линию, и вот ваша линия часто она имеет такую транскрипцию, такую систему в пространстве, что там еще нужно что-то решать, что есть актуальные задачи, которые действительно требуют реального быстрого решения. Сейчас вот возьмите свои задачи, начинайте их сразу же решать, да, по именно стержню задач. Получается, что чем больше вы занимаетесь внешним анализом, тем тоньше становится вот эта грань, которую нужно преодолеть, да, чтобы решить вопрос. И все вопросы видны по существу, так как реагирует на вопросы ваша душа, да, включая тело, да, физическое тело, дух, сознание, ваша, в принципе, знаете, вот неотъемлемая ваша собственная часть, ваше бесконечное будущее развитие. То есть вот вечное развитие – это часть вас. И когда вы, например, видите, что, значит, в принципе, это, в общем-то, тоже свойство вашей информации, то вы точнее себя понимаете. Тогда видно, что душа, которая переходит во внешний мир, она всего лишь навсего тянется к вам же, да? Но в будущем больше. Или к вам же, но с точки зрения овладевания знаниями вечного развития. То есть душа, в принципе, отсюда все время дает будущее знания вечного развития. Вот мы выявили ее оптику. Совершенно линейная, конкретная оптика, передача знаний о вечном развитии. И когда вы по этому мостику идете, да, в потоке информации, то вас уже не сбить все. Вы имеете внутри, как я сказал, даже тот, кто активно занимается управлением, все равно в душе еще больше имеет структур вечного развития. Значит, у вас есть связь с внешним миром, да, фактически со своими собственными событиями. И все, вы совершенно защищены. Вы являетесь автономной системой в этом мире, причем той системой, которая абсолютно не зависит от внешних факторов. И вот вам достаточно в этой модели сфокусировать, сформулировать, фактически, такое слово могу применить, свет вашей задачи уже решенной, и вы ее точно решите, потому что на вас же повлиять нельзя. Но единственное, что любое, собственно, требование, оно всегда существует априори, до того, как даже это произнесено, так скажем, и вообще только может быть вариант исключительно такой, что должна быть все-таки это макросозидательность. Вот. То есть уловить импульс света в сторону макросозидания. То есть вам достаточно в этой системе точно сказать, что вы получаете обязательное макроуправление, как только вы видите, что один импульс света уходит в бесконечность, и все, в сторону именно Бога. Да? Можете даже его проследить, как он идет, какая траектория, тогда вы точно видите, где находится Бог в данный момент. И когда вы знаете, где находится Бог, то проблем нет, вы совершенно четко знаете, каким образом находить любого другого человека, находить события, можно находить
структуру управления событиями, тоже в виде света. То есть получается, что координатная система вашего познания очень здесь развита даже не по объему, то есть не надо искать большие пространства, а достаточно всего лишь навсего постоянно как бы внутренним световым зрением, да, ощущать, где есть Бог. Что такое световое зрение? То есть это вы видите вот наплывающий на вас свет, и вы понимаете, чем вообще вы воспринимаете. То есть здесь можно углубиться и понять, как вообще работают ваши органы восприятия светооптики. И чем больше вы углубляетесь, тем точнее видно, что каждый орган изначально вообще вечный. И если мы это знание имеем, то мы просто приводим это в соответствие с реальностью. Вечный орган, да, вечный уровень там, клеточного состава, обменных функций организма, начинает соединяться с уровнем вечного развития, причем тем, который вы сами себе определили за счет действия души во внешний мир. Часто это бывает как бы уже при рождении, как бы выбор, да, сразу просвет всех событий. Здесь вы видите еще корневое событие, то есть там, где Бог как бы сосредотачивает основные задачи, вот Он дает возможность это событие четко визуализировать. В детстве человек совершенно четко понимает свои задачи, которые, в принципе, сам, кстати, себе и ставит. И вот чтобы себе поставить задачу, надо иметь внешнее управление, доступ к цели, да. Значит, свет всегда содержит внешнее управление, как бы самого себя. То есть свет, в принципе, это получается автономная система. Такая же, как есть действие человека. То есть человек действует по тому же принципу, как действует свет. Тогда он имеет именно вот такое вот вечное, бесконечное развитие, или даже когда он там развивается, там, длительное время, или там короткое время за секунду, да, его развития, он находится вот в этом именно интервале. То есть здесь важно выделить, понять, значит, уровень бесконечного и выделить, что прошла секунда, вы точно выделяете, где структура вашей вечности. Потихонечку вы научитесь как бы настраивать свое тело, все время идти по линиям вечности. Не только тело, там, дух, душу, сознание. Тело, если, значит, в данном случае мы можем рассмотреть как часть души, то, в принципе, речь идет больше о действии души. И дальше, когда мы видим вот это, собственно, своеобразное такое уже развитие фактически души в сторону бесконечного света, вот душа имеет статус именно развития, что крайне редко, потому что душа там структурируется, или же, например, может делать управление последующему развитию, но вот именно развитие души самим человеком, да, возможно в сторону света, который бесконечен. Тогда получается действительно развитие, потому что в данном случае душа соединяется с бесконечным светом, светом, несущим информацию бесконечности, и получается, что мы имеем уже управление посредством света, потому что душа просто его восприняла. А значит, душа сделала выбор, да, то есть мы на логике, когда делаем выбор, мы делаем управление. Все внешние реальности. Вот почему логика устроена в таких вот как бы жестких конструкциях. Вот это вот, как бы перещелкивание логической фазы управления даже имеет звуковой эффект другой, да, в управлении. Что логика это есть структура часто смены всей внешней реальности для отдаленных областей реальности. И чтобы посмотреть, как ваше логическое мнение повлияло там на сверхотдаленную галактику или же любой другой уровень информации, именно отдаленный, можно очень четко проследить, опять же, импульс вашего действия и видеть, как Бог уже смотрит за этим импульсом. То есть можно определить координаты Бога всего лишь навсего, смотря как бы на Него, да, и на свой импульс. То есть вы тогда, получается, смотрите на Него, сразу зная, где Он. Вы находите путь доступа к знаниям Бога, к контакту с Богом, причем такой путь, который происходит практически сразу у каждого человека. То есть, в непрерывном как бы времени, да, существует. И получается, что когда вы начинаете делать такое управление, то взаимодействие с Богом в данном случае это есть задача вашей души, но это есть задача Бога, передать вам знания. То есть вы видите, что Бог для вас делает, вот как личность. То есть вы видите, что Он, скажем, как труженик, да, тоже к вам ищет путь,
ведь вы свободны совершенно. И я показал, что в светосистеме это еще и совершенно автономная система человека. Чтобы до такой системы довести знания на полной свободе выбора, нужно еще, чтобы, ну, скажем так, такая автономная система, как человек, эта система имела сонаправленное развитие, там сверхскоростное тоже, Бог работает на высоких, да, очень скоростях, так скажем, его проявление очень высокоскоростное, бесконечную скорость имеет любое его проявление. Получается, что приближение — это очень высокая скорость, соответствие светоуровней, да, и так далее. Получается, что взаимодействие с Богом — это часто очень внутренняя такая, ну, как бы, глубокая конструкция личности, где человек видит, как душа его организовывалась Богом, и вот только вот на этой струне он говорит с Богом. Потому что там, где душа организовывалась, там получается и скорость соответствующая. То есть стоит ему только как бы понять, где происходит взаимодействие скоростей, ну, возникает некая амплитуда, да, возникает весь внешний мир. Значит, получается, личность Бога, где Бог есть человек, как раз таки поэтому и создала весь внешний мир, потому что вот именно внутренняя струна человека и соответствие, да, с Богом дает вот эту амплитуду и создает внешний свет. Вот и все. Отсюда появляются события. То есть для того, чтобы был создан внешний мир, Богу достаточно было стать личностью человека. И тогда получается внешний свет. Так вот, чтобы вот этот внешний свет, я просто на примере как бы двух струн, например, там взять две струны арфы, да, но в отличие от этой конструкции, вторая струна — это вся внешняя и внутренняя реальность для Бога и для человека воспринимающего. Вот восприятие устроено человека очень многосложно. Восприятие видит структуру Бога в линейном проявлении, да, и там в личности, но также эта струна, где есть, ну, как бы свет внутренний самого человека, это есть то, что он опять видит своим же зрением. То есть человек постоянно видит гораздо больше, то есть очень большие массивы он в управлении как бы осваивает все время, чем он как бы воспринимает по цели управления. Так вот, в выделении как бы фактически цели управления, да, это есть тот уровень, который фактически, ну, как уровень оптимизации. Чтобы цель управления реализовалась, достаточно из огромного как бы количества, большого очень количества информации, динамической причем информации, выделить сразу реализацию ее. Вот почему важно всегда настраиваться на реализацию, не на как бы уровень там неких промежуточных деталей в управлении, а именно сразу реализацию цели. И все время держаться вот этого света, да, цель реализована. Тогда получается у вас упрощена конструкция, и вы не занимаетесь перебором там большого количества вариантов, а просто вы держите эту цель, например, там цель всеобщего спасения, как просто свет. И этот свет — это и есть данная цель. То есть свет и информация о цели — это одно и то же. И когда вы начинаете видеть, что вот это свечение света таково, что свет становится личностным, то вы видите, что Бог вам посылает уже первые знания Бога от того, что вы делаете правильно. Вот всегда можно здесь определить, что вы делаете правильно. Это идет личностное свечение, то есть свет личности Бога. Через этот свет можно очень хорошо помогать другим людям. То есть цвет личности, свет личности, имею в виду цвет, может быть тоже определенной характеристикой, да, личности в плане бесконечного развития. Вы воспринимаете уже подобно, то есть Бог, создавший человека, Он дал ему координаты, ну, некой матрицы, значит, его динамического развития в световом варианте, и вам совершенно четко понятно, как человеку помочь. Вот видно, что в этот момент заложил Бог для человека, и для того, чтобы осуществить помощь, достаточно всего лишь навсего здесь как бы вывести управление на уровень, ну, практически, так скажем, соответствия, да, то есть там мы получаем, если человек соответствует
значит, своему уровню точно, то вы получаете реализацию его событий. То есть управление, ну, как бы нормирование его событиями, это всего лишь, ну, как бы навсего здесь вот, ну, в общем, такой термин, как вот есть понятие нормирования, да, а есть вот переход слова в уровень, как бы, все-таки событий. То есть, если мы, например, здесь делаем такое управление, что вот, ну, есть некая матрица, заложенная Богом, и эта матрица, она такова, что вы видите управление, идущее, предположим, ну, таким образом, что вы четко распределяете какую-то сеть событий, да, вы видите, что это определенная цепь событий или там последовательность событий такова, что одно событие пересекает другое, то вот, например, если мы берем такое управление, как нормирование событий, это ваше личное дело, да, ваша личная практика, то вот когда вы видите, ну, такое действие, как нормирование событиями внешнего света, то есть здесь вот надо видеть, что существует некий внешний свет, вот, да? То есть есть нормирование как бы событий совершенно внешние. И получается, что там тоже присутствуете вы вот, в полной мере. Вот умение выявить себя в любой фазе управления, это и есть точность управления. То есть вот одно дело, как бы идет нормирование событий по некой там матрице, которую вы рассмотрели в действии Бога по отношению к человеку, а есть все-таки то действие, что вы видите все-таки некое внешнее влияние, так скажем, да, вот есть же такие позиции, что существует некое внешнее, ну, как бы действие или там влияние личности, влияние там обстоятельств и так далее. Но когда вы начинаете во внешнем влиянии видеть свой собственный импульс души, то есть свою собственную силу действия, то получается, что внешнее влияние это опять же вы, собственно говоря, но как бы идущие от определенного все-таки уровня света. То есть все зависит только от уровня света. И получается, что уровень света в данном случае это есть уровень фактически, ну, как бы вашей точки зрения, да, вашей позиции. И как только вы начинаете определять, что ваша позиция в том, чтобы, например, все внешние обстоятельства, да, воспринимать как уровень своей собственной реакции, да, на взаимодействие с окружающей средой или как с какими-то там предметами управления, с целью управления, то получается, что вот это вот мощное как бы выдавливание внешнего мира, да, в вашу сторону, как некое там клише внешнего мира, это есть тоже ваше где-то действие. То есть достаточно опознать, то есть найти, где вы действуете в системе управления, и вы получаете очень четкую систему, ну, как бы вот за это звено как бы можно потянуть, да, и получается система управления событиями очень мощная, которая рассматривает все сферы действий. То есть, например, можно найти координатную систему вот этого события, выделить это звено, сделать, например, управление, и данное звено мы получаем как совершенно как бы все-таки разноречивый тип информации. То есть, с одной стороны, делается полное управление, с другой стороны, где-то должна существовать система, которая находится вне зоны управления. Потому что вот через эту систему можно выходить на действие Бога. Вот отсутствие, да, почему существует как бы системы, которые должны находиться вне зоны управления, но находиться как бы на отдаленном уровне управления. Потому что это и есть доступ к структуре присутствия Бога через как бы проекцию внешнего мира. То есть в управлении, по сути, всегда строится позиция такая, что чтобы, ну, во-первых, достичь управления, во-вторых, минимизировать как бы зону, где вы не прикладываете именно активного управления. И учитывая, что вы можете это делать специально, то есть не прикладывать, да, систему управления, получается, что вы здесь
вот должны все равно контролировать как-то, да, как-то контролировать процесс. Как правило, хорошо контролировать через пролонгированные, то есть отдаленные системы. И получается, что, например, сейчас у вас происходит какое-то действие, да, ну, которое там, может быть, там проблемное, и вам нужно как бы сделать так, чтобы в будущем оно вошло в норму, да, то тогда получается, что вы должны просто увидеть это действие просто в будущем. Да? То есть вы должны увидеть это действие в будущем, ну, по нормированию данной ситуации. И как бы это действие, которое в будущем является нормальным, должно в виде света просто светить сюда. Тогда получается нормирование до определенного уровня. Но в принципе вот в жизни так устроена позиция мира, что вот этот вот, ну, как бы ходящий график, значит, некой нормы, да, где есть абсолютная контролируемость, а есть уровень, ну, как бы отдаленного управления, где вы не вводите специальные характеристики полного нормирования, чтобы был доступ в макросистему, потому что здесь очень простой довод. Если есть какое-то растение, да, листочек там двигается, то это не значит, что данный как бы вариант, он такой, что надо контролировать этот листок. То есть незачем контролировать все подряд. И учитывая, что как бы контролировать не нужно все подряд, все равно нужно вводить светосистему, которая позволяет областям, которые не контролируются, да, значит, в будущем как бы входить в систему нормирования, то есть на некой нормы. И получается, что исходя из этого, область, которая как бы вне зоны нормирования находится, она все равно должна иметь вечное развитие. То есть она, в принципе, сейчас или в будущем должна получать какие-то сопоставимые знания по дальнейшему, будущему вечному развитию. И получается, что чтобы эти знания данной области передать, нужно сосредоточить максимум управления, то есть создать форму уже той области, которая находится в области вашего контроля, и эта область должна очень четко как бы, ну, произвести это управляющее, что ли, действие в сторону уже как бы отдаленного уровня будущих событий, как бы не нормированная область. То есть область, которая нормирована, переходит в область, которую как бы вы оставляете вообще без управления, но переходит за счет знаний вашей души опять. То есть вы воспринимаете мир в целом, поэтому у вас должны быть области, которые, ну, фактически выглядят как области, может быть, их нельзя сказать, что они, например, там неустойчивы или они находятся в области как бы отсутствия, да, уровня контроля, но они должны быть такими, вот, ну, которые в данный момент вы считаете, что должны быть как бы по макросвязям. То есть получается, что вы должны очень четко видеть, что в макроуровне существуют, ну, какие-то вот связи, которые нуждаются, предположим, так скажем, в регулировании, да, чтобы эти связи определить, вы должны как бы картину мира в светооптике, ну, как бы ее, скажем так, отпустить, да, вот светооптика должна развиваться немного сама по себе. И тогда вы начинаете видеть, вот, что вокруг этой точки всех связей начинают выкручиваться какие-то те или иные ситуации. И когда вы эту точку связи, предположим, видите как структуру, например, там, будущих событий, то здесь видно, что любое событие можно решить там, или сейчас, да, или его решить позже. Но общая система управления, предположим, там, макроспасения, это всегда достижимая система. То есть вы видите, что достигнуть можно в любом случае, да, например, всегда там, всего, что вы хотите сами, там, или вы хотите для всех, и при этом, при всем, вы этого достигаете, находясь, в принципе, в любых условиях. Вот когда вы приходите к мнению, что вы можете достичь управления, находясь как бы в любых условиях, да, ну, в душе, там, на уровне души, духа, сознания, то есть все оптические системы у вас объединены, то вот это и есть цель сегодняшней лекции – умение получить результат, находясь в любых условиях, причем стандартный, фиксированный и статичный. Спасибо большое за внимание.